Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить о тотальном мужском одиночестве по всему миру. Это мировая тенденция, мужчин становится все больше и больше одиноких, хотя нет, здесь поправочка, свободных от отношений, потому что мужчины говорят, что нет мужчин одиноких, есть мужчины свободные. Одиночество — это ключ, торчащий в двери снаружи, забытый людьми, а уединение — это когда ты сам запираешь изнутри ключом. Мужчины закрывают свои сердца от женщин, и у многих негативный опыт после отношений. Знаете, когда тебе плохо, а ты делаешь вид, что тебе хорошо, то в конечном счете тебе может прийти конец. А почему? Потому что стандарты у женщин очень выросли. Мужчины говорят: не сдадимся, фарш назад не провернуть. Негативный опыт настолько отпечатывается сильно в сознании мужчины, что вот этот стремительный поезд под названием «Свобода мужчины» может поменять курс и встать на другие рельсы только в том случае, когда встретится очень достойная и хорошая женщина. И женщинам нужно очень постараться, чтобы мужчины передумали. То мужчины бегут от отношений. А ларчик просто открывался. Для решения проблемы нужно не вступать в отношения. Мужчины просто стали принимать мир такой, какой он есть. И мужчины считают, что с современной женщиной невозможно дожить до старости. А справедливости ради надо сказать, что есть те, кто хочет познакомиться. 90% получают отказов от женщин. Но это как одна из тоже важных причин, то, что женщины просто не знакомятся, и мужчины уже забили на все это дело. В общем, сегодня я буду об этой масштабной проблеме говорить и скажу в этом видео, соберу всю боль мужскую, что чувствовали, что переживали, с чем сталкивались, ну и все остальное. Как говорил Оша, если твое счастье зависит от других, то ты раб, ты не свободен, ты в кандалах. Человеческая одна из задач в жизни, как многие это чувствуют, это найти свое предназначение в жизни, свое место под солнцем. Что обычно человек хочет от жизни? Здоровье, какие-то впечатления получать от жизни, деньги и отношения. И вся жизнь человека может превратиться в гонку за желаемым. Приоритеты у нас будут меняться в жизни с возрастом, но что останется неизменным? Это то, что все люди хотят счастья для себя. Хочется, как правило, чтобы жизнь была легче, чем она есть, чтобы она была не такая обременительная, как бывает, чтобы жить и просто получать удовольствие от жизни, но не всегда так получается. У каждого разный опыт, у кого-то жизнь увлекательна и весела, а у кого-то скучна и сурова. Сама жизнь — это и есть наш учитель. И как говорил Сомерсет Моэм, забавно, если ты отказываешься в жизни получать все вещи, кроме самых лучших, то ты это и получаешь. Хотеть отношения и нуждаться в отношениях — это разные вещи. На самом деле это потрясающе иметь возможность на эмоциональном уровне разделить свою жизнь с другим человеком, который разделяет ее вместе с тобой и понимает. Будь то это впечатление от одного дня или в путешествии от увиденного. Но кажется, это в прошлом, потому что мир сейчас становится разобщенным, и впустили в сознание женщин неправильные ценности с помощью медиа. Поэтому все актуальнее эта фраза «моя хата с краю». Отношения, союз, брак — это как увеличительное стекло, увеличивает психические проблемы человека. Женщины довели мужчин до безумия. Мужчины отказываются от того, что видят под этим стеклом. Такой интересный момент, что мужчины сейчас учатся подавлять в себе нежные чувства. Сталкиваются все чаще с тем, что женщины только думают о себе, вот это вот дикое желание жить за счет другого. Не хочется думать о каком-то душевном состоянии мужчины, понимать, что существуют не только радости, но и проблемы в жизни. Мужчины говорят, что до старости с современной женщиной дожить невозможно. Но зато очень вероятно, что мужчина столкнется с распилом, с отъемом. Вот как описывает мужчина свою любовь к милой,
И на глубоком уровне моя любовь зависит от ее отношения ко мне. Страшно подумать, что если я стану для нее безразличной, как некоторые мужчины говорят, у одиночества есть плюсы, и один из них это то, что оно не предаст. Многие, к сожалению, говорят, что лучше, что случилось с мужчиной, это развод. Точнее, не сам этот процесс, а жизни после развода. Наконец-то мужчины понимают, каково это самосовершенствуются, живут разнообразной жизнью, как бы это ни было горько для женщин. Вот пишет молодой человек: остановил поиски с этим знакомством, бесконечные отказы, надоело. Поиск отнимает слишком много времени в жизни. Ну их, этих женщин, вот так и говорит. Холостяк не подвержен вот этому психологическому насилию в отношениях. Вот как мужчина описывал, что уже 15 лет вот просто для себя сделал выбор в пользу жизни одному сознательно. Хочет все время быть подвержен в жизни вот этим только желаниям, хотелкам женским, и видит вокруг, что у тех, кто в отношениях, это каждый день борьба. Над ним в его жизни не нависает вот это пресловутое «надо» всегда. No stress. Еще один мужчина пишет, что ему потребовалось какое-то количество лет, чтобы понять, что, вступая в отношения со всей страстью и вот этой возгорающей пламенем любовью к женщине, и мужчина думает, что она его будет любить так же, как любила мама и любит папа, но впоследствии, конечно, получает сильнейшее разочарование в том, что любви нету. Вот еще один мужчина пишет, что книги гораздо интереснее современных женщин. И я сделал в пользу них. Ну, в пользу книг, конечно. Деньги копятся без отношений отличного мужчины. Тоже вот такая боль сейчас. Мужчина просит сварить суп элементарно, а женщина может сказать, что это абьюз, что он там заставляет ее, насилует не по ее желанию или еще что-то. Ну, куда мы катимся-то? Ну и по поводу тоже этого одиночества, вот мужчина тоже там говорил, я 4 раза был женат и все время был одиноким, то есть кроме разделения быта нас с женщиной ничего не связывало. Еще один мужчина пишет: как развелся, добрее человека не найти в жизни, все проблемы ушли, и вот это вот недовольство и злость тоже. Ну, я еще возьму пример, правда, мужчины, который хочет отношения, 47 лет, 2 детей, и встречался с женщиной. Она потребовала, чтобы он не виделся со своим сыном. Вот такая установка. Там пошла ревность, что он тратит деньги на сына, чтобы вообще в квартиру не хотела, в его же квартиру не хотела сына, его же пускать. Предложила с сыном общаться по телефону. Вот. И мужчина говорит, давал все, что нужно, подарки, закрыл кредит, жили в его квартире. Что еще надо? Все мало. Ну, так вот и сказал, что отчаялся уже найти нормально. Ну, мне разные мужчины пишут, и тоже разные истории. Кто-то делится своей радостью, что удалось встретить женщину до всего вот этого вот желания женщин современных, которые сейчас выпускают жить за счет других с этими неповерными требованиями, и, значит, семья крепкая, все отлично. Но очень становится тревожно за сыновей, которые подрастают, с чем они столкнутся в жизни. Ну или мужчины, которые настолько отчаялись, даже не это слово, вот прям отчаялись, но именно настолько отбили современные женщины желание вообще просто подходить, и вообще, чтобы какие-то отношения иметь с женщиной, даже на физическом уровне, вот эта проблема колоссальнейшая просто. Проблему это больше женщин коснется в будущем. Кто-то из мужчин считает, что мы пришли в этот мир одни и уйдем одни. И поэтому что так зацикливаться на этих отношениях сейчас? Как раз, когда человек уединен,
больше духовности появляется в человеке. И современные женщины — это как вчерашний день. Мужчины так говорят, значит, феминисткам нет, пусть все это, значит, как-то переработается, уйдет в небытие, и появятся снова нормальные женщины. А пока много мужчин, которые знают других мужчин, но у которых нет в доме женщины, и они себя великолепно от этого чувствуют. А вот женщины на все это считают, что мужчины с ума сходят одни, без них. Но нет, нет. Жизнь — это лестница. Поднимаясь наверх, здоровайся, чтобы, когда будешь падать, тебя узнали и подали руку. Это я хочу адресовать в сторону женщин. Я подумала о том, что раз сейчас такая тенденция не создавать отношения, а у людей все-таки есть потребность в том, чтобы делать добро для других. Те, кто это делал, мог ощущать вот это удовлетворение внутреннее, когда ты сделал что-то хорошее для другого. Те, кто это не понимает, может быть, пока еще не на таком пути. Если вы понимаете, о чем я. И я подумала о том, что раз это не распространяется на семью свою, то, может быть, это добро сейчас очень необходимо просто впустить в мир со всеми нашими событиями. Может быть, таким образом сейчас больше пространства нуждается в этой доброте. Всем спасибо большое за внимание и увидимся уже завтра в следующем видео. До новых встреч. Пока!